Представьте себе холодное утро на севере, когда море покрыто легким туманом, а корабль, едва различимый на фоне серых волн, борется с бушующим штормом. В одной из древних саг, передаваемых из уст в уста у костров, рассказывается история великого рейда Рагнара Лодброка. Согласно легенде, когда северный ветер завывал так, что казалось, сама душа моря взывала о мести, Рагнар и его воины, ведомые не только отвагой, но и верой в судьбу своего народа, вышли в открытое море. Их дракары, украшенные резными узорами, плыли сквозь бурю, отражая ту же неумолимую природу, что и стихии. В тот момент каждый удар волны, каждый грохот грома и вспышка молний говорили о том, что жизнь в этом мире – это постоянное испытание, где сила духа и решимость становятся важнее самой смерти. Рагнар, словно предвестник будущих перемен, предвидел, что его народ однажды станет не только свирепыми воинами, но и искусными торговцами, исследователями, создателями мифов, которые будут жить в памяти людей на века. Именно так зародилась легенда о викингах, народе, который не боялся ни стихии, ни судьбы, и чьи подвиги и трагедии нашли отражение в песнях и рунических надписях, сохраняя дух древних времен. Приветствую вас, мои дорогие друзья! Сегодня мы отправимся в путешествие по миру викингов, чтобы попытаться понять, кто они такие на самом деле. Мы будем искать ответы на вопросы: кто были эти люди, жившие в суровых условиях Скандинавии, каковы были их обычаи, быт и система ценностей, и почему их образ, столь романтизированный в кино и литературе, далеко не соответствует реальности. Наша лекция поможет отделить мифы от фактов, взглянуть на викингов не как на безжалостных разбойников, а как на народ, чей образ жизни, культура и даже вера были полны противоречий и глубокой человечности. Погрузитесь вместе с нами в эту историю, чтобы не только услышать рассказы о кровавых набегах и великих морских походах, но и понять, как викинги, жившие в суровых условиях, оставили неизгладимый след в истории и культуре. Эта лекция – приглашение к размышлению о том, что означает быть человеком в мире, где границы между мифом и реальностью столь тонки, что иногда приходится самому искать ответы на вопросы, заданные веками. Викинги – это не просто персонажи из древних саг или безжалостные разбойники из голливудских фильмов. Это представители скандинавской культуры, родившейся в суровых условиях северных морей, где жизнь закалялась на холодных ветрах и бурном море. В основе их образа лежит реальная история, переплетенная с мифами и легендами, которые с течением веков лишь усилились в массовом сознании, но далеко не всегда соответствуют исторической действительности. Но кто же такие викинги с точки зрения истории? Суровые земли, холодные ветра, бесконечные фьорды, разделяющие побережье на множество укромных бухт. Здесь, на территории современной Норвегии, Швеции и Дании, зародились те, кого позже назовут викингами. Но в эпоху их расцвета Скандинавия вовсе не была теми упорядоченными королевствами, какими мы знаем их сегодня. Это был разрозненный мир независимых сообществ, каждая деревня или поселение жило по своим законам, под властью местного ярла или вождя. Природа сыграла ключевую роль в формировании этого общества. Эти земли были куда менее плодородны, чем Южная Европа. Почва здесь скудна, и только узкие полосы земли вдоль побережья и рек могли быть использованы для земледелия. Внутренние регионы, покрытые лесами, горами и ледниками, не располагали к развитию крупных поселений. В таких условиях люди не могли рассчитывать исключительно на сельское хозяйство, приходилось искать другие пути выживания. Рыболовство, охота, ремесло, а главное – морская торговля и набеги стали важной частью жизни этих народов. Береговая линия, изрезанная множеством узких фьордов, способствовала тому, что поселения оставались небольшими и обособленными.
В отличие от равнинных европейских государств, где можно было легко перемещаться по суше, в Скандинавии гораздо удобнее было путешествовать по воде. Это породило культуру превосходных мореплавателей. Но географическая изоляция имела и другую сторону. На своих землях скандинавы не могли активно торговать друг с другом, ведь у всех было примерно одно и то же – рыба, древесина, меха. Все это подталкивало их к выходу за пределы родных земель в поисках ресурсов, товаров и богатства. Политическая структура Скандинавии в этот период была далека от централизованных королевств Европы. Власть принадлежала местным вождям и ярлам, которые управляли своими землями, собирали дружины и вели войны за влияние. Крупные центры, такие как Упсала в Швеции, постепенно становились религиозными и административными узлами, но единого государства не существовало. Вместо этого Скандинавия представляла собой мозаику вождей, союзов и небольших княжеств, где влияние распространялось через военную силу, богатство и личные связи. Социальная структура викингов также была довольно гибкой. В отличие от феодальной Европы, где люди рождались в определенном сословии и редко могли его покинуть, викинги имели более подвижную систему, где личные достижения играли важную роль. Общество делилось на свободных людей, военную элиту и рабов. Свободные люди – это основная масса населения – земледельцы, ремесленники, торговцы, моряки. Они могли участвовать в собраниях, тингах, где решались вопросы войны и мира, назначались правители и выносились приговоры. Военная элита, дружинники, конунги, ярлы, возвышалась за счет военных успехов и богатств, добытых в походах. Этот класс не был закрытым, и любой достаточно храбрый и умелый воин мог пробиться наверх, если сумел доказать свою силу. Рабов или треллов викинги захватывали в набегах и привозили на свои земли. Известно, что при освоении Исландии в IX веке норвежцы привозили с собой рабов, преимущественно из кельтских регионов. Их использовали для работы на фермах, строительства кораблей и других нужд. Хотя положение треллов было тяжелым, некоторые из них могли получить свободу и даже занять место среди свободных людей. Таким образом, общество викингов сочетало жесткую иерархию с возможностью социальной мобильности. Каждый мужчина мог взять в руки оружие и отправиться в набег, чтобы добыть себе новое положение, золото и славу. Именно эта особенность позволила скандинавам создать культуру, которая сочетала в себе стремление к завоеваниям, жажду открытий и дух независимости, который позже приведет их к освоению новых земель от берегов Англии до далекой Винланда, неизвестной земли за океаном. Но что значит быть викингом? Викинги – это не народ, а скорее особый социальный слой и образ жизни, связанный с морскими походами, торговлей и военными набегами. Если мы говорим о народах, то предками викингов были скандинавы, жители современных Норвегии, Швеции и Дании. Однако далеко не все скандинавы становились викингами. Большая часть населения в Скандинавии жила обычной жизнью, выращивали урожай, пасли скот, строили дома, изготавливали инструменты и торговали. Эпоха викингов охватывает период примерно с конца VIII века до второй половины XI века. Это время получило свое название благодаря феномену викингов, слово, которое, вероятно, происходит от вик, залив, обозначая человека из залива или бухты. Другая теория связывает его с глаголом викджа – отклоняться, что превращает викинга в человека, который отклоняется от обычного образа жизни. Важно отметить, что слово «вайкинг» также использовалось как глагол в выражении «фара айвайкинг», что означало отправиться в поход, подразумевая морской набег с целью добычи. Интересно, что в скандинавских источниках слово «викинг» встречается реже, чем в иностранных хрониках. Например, англичане. Французы и арабы
чаще всего использовали этот термин, чтобы описать морских налетчиков, прибывавших с севера. В арабских хрониках их называли маджаар или рус, если речь шла о тех, кто делал набеги на Русь. В византийских источниках встречается слово «варяги», так называли скандинавских воинов, нанимавшихся в службу императорам. Кто мог быть викингом? Чтобы понять, кто такие викинги, нужно представить социальную структуру скандинавского общества. Викингами могли становиться только свободные люди, ярлы, знать и карлы, обычные люди. А вот рабы, треллы, не могли стать викингами, так как не имели личной свободы и права владеть оружием. Что же означало это расслоение на социальные слои скандинавов в эпоху викингов? Ярлы – высший слой общества, правители земель, конунги, богатые воины, предводители дружин. Они обладали кораблями, личными войсками и могли организовывать набеги. Карлы – свободные земледельцы, ремесленники, торговцы. Некоторые из них могли отправляться в набеги или присоединяться к дружинам ради добычи и славы. Они же составляли основу населения. Треллы – рабы, которых захватывали в набегах. Они не могли участвовать в походах, так как не имели свободы и прав. Их использовали для работы в хозяйствах, строительства и даже жертвоприношений. Таким образом, не каждый житель Скандинавии был викингом, но каждый викинг был скандинавом. Большинство свободных людей у викингов играло фундаментальную роль в экономике, войнах и политике. Они не были простыми крестьянами, а скорее самостоятельными хозяевами, воинами, торговцами. Их независимость, военная подготовка и участие в самоуправлении делали общество викингов гибким, свободным и динамичным, в отличие от феодальных монархий Европы. Викинги были гораздо больше, чем просто воинами, совершавшими набеги. Их жизнь представляла собой сложное переплетение труда, взаимопомощи и постоянной борьбы за выживание в суровых условиях северных земель. Чтобы по-настоящему понять, кто они такие, нужно взглянуть на всю повседневную жизнь скандинавов того времени, от полей до домов, от сельского труда до семейных традиций. Большинство свободных людей жили в небольших хозяйствах, где земледелие было основой выживания. Несмотря на суровый климат и скудную почву, скандинавы выращивали злаки, рожь, ячмень, овес и пытались извлечь максимум из каждой капли земли. Фермеры трудились не по праздникам, а ежедневно, ухаживая за небольшими участками, где каждая весна начиналась с подготовки почвы, а осень – с тщательного сбора урожая. Ведь плодородие здесь было редкостью, поэтому труд на земле требовал особого мастерства и усердия. Чтобы облегчить этот труд, уже в VII веке начали использовать железный плуг, что позволило обрабатывать более тяжелые и насыщенные минералами земли участки. Не менее важным был и скотоводческий аспект жизни. Животноводство давало скандинавам не только пищу, но и необходимые материалы – шерсть, кожу, молоко. В каждом хозяйстве держали овец, коз, коров и свиней. Животные не только кормили семьи, но и помогали в повседневном труде, их использовали для перевозок, обработки земли и даже как источник тепла в холодные ночи. Именно эта комбинация земледелия и скотоводства позволяла небольшим общинам быть самодостаточными, несмотря на трудности региона. Жизнь скандинавов сосредотачивалась вокруг длинного дома, лангас, традиционного жилища, в котором находились все члены семьи, слуги и даже домашний скот. Обычные дома были прямоугольными, с одной комнатой, построенными из дерева, глины и дерна. Богатые семьи могли позволить себе просторные длинные дома, разделенные на несколько зон, где находились отдельные помещения для хозяев и слуг. В Исландии и Гренландии, где было мало древесины, дома строили из камня и торфа, а крыши покрывали дерном.
В домах всегда было темно и дымно. Единственный источник света и тепла находился в центре, а дым уходил через небольшие отверстия в крыше. Дома, в которых жили скандинавы, были отражением их образа жизни. В условиях сурового климата постройки строились так, чтобы сохранять тепло и обеспечивать защиту от ветров и осадков. Жилые помещения были тесными, и даже во время праздников люди делились узким пространством, что только укрепляло родственные узы и чувство общности. Внутри находился длинный очаг, вокруг которого семья собиралась для еды, отдыха и рассказов. Поселения викингов не представляли собой городов с централизованным управлением, а скорее состояли из небольших деревень, разбросанных по холмистой местности и вдоль берегов фьордов. Эти общины, изолированные природными преградами, горами, реками, фьордами, развивались независимо друг от друга. Из-за ограниченных возможностей внутренней торговли каждая деревня жила по своим законам, поддерживая связь через местные собрания, тинг, где свободные мужчины принимали важные решения. Именно такая раздробленность способствовала тому, что каждая группа была вынуждена искать новые рынки за пределами родных земель, что в итоге подтолкнуло их к морским походам и набегам. Социальная структура скандинавского общества была построена на свободе и взаимопомощи. Основу составляли свободные люди, бонды, которые владели землей, управляли хозяйствами и участвовали в общественных собраниях. Их независимость была настолько ценна, что даже если между поселениями возникали споры, все решалось на тингах, где каждое слово имело значение. В отличие от феодальной Европы, здесь не было крепостного права, каждый свободный человек мог защитить свою собственность и, если нужно, отправиться в поход за богатством и славой. Особое место в этом общественном устройстве занимали женщины. Браки заключались по договоренности, но женщина имела право на развод. Женщины имели право на имущество, могли управлять хозяйством, пока муж был в походе. Хотя исторические источники часто сосредотачивались на подвигах мужчин, именно женщины играли ключевую роль в поддержании жизни общины. Они управляли домами, следили за хозяйством, занимались приготовлением пищи и ткеты, передавая традиции из поколения в поколение. Представьте себе вечер у камина, когда старшая женщина с глубоким голосом и мудростью передает своим детям истории о предках, о великих сражениях и о том, как семья всегда была и остается главным оплотом в этом жестоком мире. В скандинавской саговой традиции существует множество легенд о женщинах, которые сыграли заметную роль в жизни своего народа. Одной из самых известных фигур является Фрёдис Эйриксдоттир, чья история из саг о Винланде рассказывает о ее смелости и решимости, иногда даже приписываемой лидерским качествам в экспедициях за океан. Она символизирует ту идею, что женщины могли быть не менее храбрыми и решительными, чем их мужчины. Также в сагах нередко упоминается Аут-Глубокая, известная как одна из первых и влиятельных поселенок Исландии. Ее история отражает не только жизненные трудности, с которыми сталкивались скандинавы, но и ту мудрость, которая передавалась из поколения в поколение. Аут смогла, несмотря на жестокие условия, сохранить свою независимость, стать центром семьи и общины, что свидетельствует о значимости женской роли в этом обществе. Есть и другие примеры. Гунхильд, которую называют матерью королей, чьи судьбы описаны в различных саговых хрониках, где она выступает как влиятельная фигура, способная влиять на ход исторических событий. Хотя эти истории могут носить мифологизированный характер, они отражают культурные ценности той эпохи и показывают, что женщины в скандинавском обществе имели возможность обладать властью, самостоятельностью и влиять на принятие решений. Таким образом, легенды о женщинах в саговой традиции не только рассказывают о героических подвигах, но и показывают, что викинги ценили в своих обществах не только воинскую силу,
но и мудрость, умение управлять хозяйством, семейные узы и способность вести народ в трудные времена. Эти рассказы помогают нам понять, что за романтизированным образом викингов скрывается многогранное наследие, где женщины играли важную роль в формировании и сохранении культурных традиций. Скандинавское общество было построено на принципе свободы, где каждый человек мог взять в руки оружие и, если посчитает нужным, отправиться в поход за богатством и славой. Но свобода в этом обществе означала не только возможность участвовать в набегах и сражениях. Она означала возможность вести самостоятельный образ жизни, управлять своими делами и принимать участие в общественных собраниях, где решалась судьба всей общины. Именно благодаря такому устройству даже малочисленные группы свободных людей могли выживать и развиваться в суровых условиях северных земель, где климат и география диктовали свои законы. При этом торговля между различными поселениями развивалась довольно ограниченно. Из-за обилия однотипных ресурсов – рыбы, дерева, мехов – и из-за географической раздробленности, когда фьорды и горы отделяли одну деревню от другой, внутри Скандинавии было сложно наладить масштабный обмен товарами. Каждый поселок жил по своим законам, и хотя между ними существовал контакт, он носил скорее характер обмена, а не централизованной торговли. Это обстоятельство способствовало тому, что люди искали новые рынки за пределами своих родных земель, что в итоге подтолкнуло их к морским походам и набегам за границу. Скандинавам не хватало многих товаров, например, вина, серебра, пряностей, дорогих тканей. Все это привозили торговцы. Викинги вели торговлю с Англией, Францией, Русью, арабскими странами. Византийские купцы обменивали шелк на меха, франки – мечи на рабов. Арабские купцы привозили серебряные монеты, которые скандинавы использовали вместо собственных денег. Наряду с торговлей и военными походами викинги занимались ремеслами. Мастера изготавливали одежду, оружие и утварь, передавая свои навыки из поколения в поколение. В их творениях можно было увидеть не только утилитарность, но и эстетическую ценность, отражавшую любовь к природе и уважение к традициям. Каждая вещь, будь то простой нож или изящное украшение, была пронизана смыслом и историей, что позволяло людям чувствовать связь с прошлым и своими предками. Военные и морские традиции викингов – это целый мир, в котором сила, мастерство и смелость переплетались с глубоким уважением к морю и природе. Эти люди, рожденные на суровых скандинавских землях, не только владели мечами, но и обладали уникальными умениями строить корабли, способными преодолевать бушующие моря и узкие фьорды, вести точные набеги и возвращаться домой невредимыми. Один из ключевых факторов, который позволил викингам опережать своих современников, заключался в их подходе к кораблестроению. В то время как другие народы полагались на простые лодки, викинги создавали настоящие шедевры инженерной мысли. Их корабли, дракары и кноры, представляли собой шедевры судостроения. Дракары были длинными, узкими, с высоким носом, украшенным резными узорами, что не только придавало им устрашающий вид, но и улучшало гидродинамические свойства. Эти суда строились из лучших пород древесины, часто из сосны или ели, а технология обработки дерева передавалась из поколения в поколение. Каждый элемент, от корпуса до мачты, был создан с огромной точностью и вниманием к деталям, ведь любая ошибка могла стоить жизни во время долгого плавания по бурным морям. Кноры, более просторные и грузовые, служили для перевозки товаров и людей. Их конструкция отличалась прочностью и вместительностью, что позволяло викингам не только совершать набеги, но и налаживать торговлю с дальними странами. Эти суда были своего рода мобильными городами, где собранные знания о судостроении и навигации позволяли им преодолевать огромные расстояния. Кроме того, викинги обладали уникальными навигационными умениями.
Жизнь на море заставила их развить интуитивное понимание природы. Они определяли свое местоположение по звездам, по движению облаков, по изменениям ветра и течения. Для них море было открытой книгой, которую они умели читать. Даже без современных приборов они находили путь через туманы и бурные воды, используя природные ориентиры, которые для других казались неуловимыми. Это мастерство позволяло им не только успешно совершать набеги, но и возвращаться домой, несмотря на все непредсказуемости морских путешествий. Военная тактика викингов тоже заслуживает внимания. Их стратегии были основаны на быстроте, неожиданности и мобильности. В отличие от крупных армий средневековой Европы, которые выстраивались в плотные ряды, викинги действовали как молнии, собирались в небольшие дружины, быстро пересекали море, атаковали, затем столь же стремительно исчезали в лабиринтах фьордов или густых лесов. Такая тактика позволяла им наносить сокрушительные удары по врагам и уходить, не оставляя возможности для ответного удара. Именно поэтому, несмотря на свою кажущуюся жестокость, их часто вынуждали вступать в переговоры. Противники понимали, что в открытом бою викинги почти непобедимы, а компромиссное решение зачастую оказывается менее затратным. Несмотря на боевую мощь и превосходство в судостроении, викинги не всегда побеждали в конфликтах. Их общество было раздробленным, каждая группа действовала независимо, и между ними не всегда существовало централизованное руководство. Это порождало внутренние распри и приводило к тому, что иногда даже самые искусные воины не могли объединить силы для единого наступления. Из-за этого с противником иногда удавалось договориться, заключить перемирие или разделить добычу без длительных кровопролитных столкновений. Такая система, основанная на личной чести, взаимных обязательствах и стремлении к выгоде, делала их не безусловными завоевателями, а скорее группой свободных людей, которые использовали морские походы как способ обогащения и самовыражения. Технические детали, лежащие в основе их кораблей, также имели огромное значение. Каждое судно строилось вручную, и каждая деталь, от изгиба корпуса до выбора крепежа, была результатом многовекового опыта. Викинги использовали особый метод крепления досок, так называемое шиповое соединение, которое позволяло создать гибкую, но прочную конструкцию, способную выдерживать сильные удары волн и ветров. Эффективное использование паруса, впервые введенное в этих землях, дало им возможность существенно увеличить дальность плавания. Благодаря этому их суда могли отправляться в долгие экспедиции, охватывающие не только Европу, но и земли, о которых раньше можно было только мечтать. Еще один важный аспект – это менталитет и культура викингов. Они жили в мире, где каждое действие оценивалось по его эффективности и пользе для общины. Честь, личная отвага и стремление к свободе были главными ценностями. В саговых рассказах звучали истории о великих походах, где воины сражались не только за богатство, но и за свою независимость. Их успех на море был отражением их внутренней силы, решимости и стремления к лучшей жизни. Когда мы говорим о викингах, перед глазами сразу встает образ суровых мореплавателей, несущихся на дракарах к новым землям, грозных воинов, чьи мечи вспарывают стройные ряды врагов. Их набеги охватывали Европу, Русь, даже Ближний Восток. Они грабили, торговали, завоевывали, создавали поселения и оставили след в истории. Но за их боевой славой скрывалось кое-что куда более глубокое. Вопрос, который редко задают: что давало викингам силы бросаться в пучину неизвестного, рисковать жизнью, не боясь смерти? Ответ лежит в их вере. Боги были не просто мифами, они были частью реальности каждого викинга. Они объясняли устройство мира, оправдывали военные подвиги, определяли судьбу и даже давали надежду после смерти. Вера в богов не просто сопровождала их жизнь,
Она направляла ее, помогала справляться с опасностями и придавала смысл жестокому миру. В отличие от более организованных христианских религий, у викингов не было единого священного писания или строгих догматов. Их вера передавалась из уст в уста, в керакс, песнях скальдов, в легендах, рассказанных у костра долгими зимними вечерами. Эти истории объясняли все, от смены дня и ночи до причин морских бурь. Но главное, они учили, как должен жить человек, чтобы его имя осталось в веках. Викинги верили, что мир устроен по определенным законам. Жизнь не бесконечна, и конец неизбежен, но можно сделать так, чтобы твоя судьба стала легендой. Именно поэтому их культура была пронизана представлением о славе, храбрости и судьбе. Смерть на поле боя считалась не трагедией, а наградой. Ведь павшие воины попадали в Вальхалу, огромный чертог Одина, где они вечно пируют, готовясь к последней битве мира – Рагнарёку. Но откуда взялась такая вера? Почему для викингов не было ничего важнее судьбы? Какой была их картина мира? Чтобы это понять, нужно заглянуть в их мифологию, в тот волшебный, жестокий, прекрасный мир, где бог грома Тор сражается с великанами, где Один, отдавший глаз за мудрость, плетет паутину судеб, где Локи играет с огнем, а богиня Фрейя забирает павших на поле боя. Именно эта вера давала викингам смысл бороться, побеждать, умирать и оставаться в памяти потомков. Теперь давайте разберемся, как именно они представляли мир, кто управлял им и какие законы диктовали судьбу людей. Древние скандинавы не знали, что Земля – это шар, вращающийся вокруг Солнца. Они не могли объяснить смену сезонов через наклон земной оси, а бури – через перепады давления. Их мир состоял не из материков и океанов, а из 9 различных миров, соединенных между собой невидимыми путями. И в центре этого мироздания возвышался Игдрасиль, мировое древо, древнейший и могучий ясень, державший на своих ветвях всю Вселенную. Игдрасиль был не просто символом жизни, он и был самой жизнью. Его ветви простирались ввысь, держа мир богов, а его корни уходили глубоко в тьму, связывая живых и мертвых, прошлое и будущее. Это дерево несло на себе всю Вселенную, но само оно было хрупким, подвергалось нападкам сил хаоса и однажды должно было пасть. Викинги жили в мире, который постоянно балансировал между порядком и разрушением. Они верили, что природа нестабильна, что на смену лету всегда придет зима, что море всегда может выбросить корабль на скалы, что ничто не длится вечно. Их представления о мире не были утешительными, но в этом мрачном мире был смысл. Все имело свой порядок, даже разрушение. Игдрасиль, ось Вселенной, Игдрасиль связывал между собой все миры. Его корни уходили в 3 разных направления, питаясь силой древних источников. Под одним из корней находился колодец Урт, место, где обитали Норны, 3 богини судьбы. Они плели нити жизни каждого существа, определяя его рождение, путь и неизбежный конец. Их решения были окончательны, и даже сами боги не могли изменить судьбу, написанную Норнами. Второй корень вел в Нифльхейм, мир холода, льда и вечного мрака. Там был источник первозданной силы, чьи воды могли дать жизнь, но и отнять ее. Третий корень тянулся в Йотунхейм, страну великанов. Эти существа были древнее богов и были носителями первозданного хаоса. Они не были только злыми или только добрыми, они просто были иной силой, существующей в мире. Но даже столь великое дерево не было неуязвимым. В его корнях таился змей Нитхёк, грызущий его основу. Ветки дерева страдали от оленей, которые объедали его листья, а в кроне жил орел, который враждовал с драконом в корнях. Это означало, что даже сам мир находился в состоянии медленного разрушения.
мир не ограничивался землей людей. Вселенная состояла из 9 миров, каждый из которых имел свое предназначение и обитателей. Асгард – мир богов асов. Это мир Одина, Тора и других богов, правящих Вселенной. Этот мир был окружен стенами и соединялся с миром людей через Бифрёст, радужный мост. Ванахейм – обитель ванов, древних богов плодородия, связанных с природной магией. Когда-то асы и ваны воевали между собой, но затем заключили мир и начали жить вместе. Мидгард – мир людей, окруженный бесконечным океаном, в котором скрывался Ермунганд, мировой змей, обвивающий землю и державший ее в своих кольцах. Йетунхёйм – страна великанов, существ, которые могли быть как врагами, так и союзниками богов. Великая река Ивинг отделяла этот мир от Асгарда. Альфхёйм – светлый мир альвов, прекрасных существ, которые по некоторым представлениям напоминали духов природы. Свартальфхейм – царство карликов, искусных кузнецов, создававших магические артефакты, включая молот Тора. Муспельхёйм – мир огня, в котором жили огненные великаны, ведомые Суртом. Именно отсюда однажды придет гибель миру. Нифльхейм – мир вечного льда, один из древнейших миров, существовавших еще до появления богов. Хёльхейм – царство мертвых, где правила Хёль, дочь Локи. Туда попадали все, кто умер не в бою, а от болезней или старости. Мифы, как объяснение природы, у викингов не было науки в современном понимании, но они стремились понять мир, в котором жили. Все, что они наблюдали, получало объяснение через мифы. Гром и молния. Этот Тор размахивает своим молотом в небе, сражаясь с великанами. Шторм на море. Эта змея, Ермунганд, ворочается в океане. Смена дня и ночи. Это два всадника, солнце и луна, которых преследуют гигантские волки Сколь и Хати. Однажды они догонят свою добычу, и тогда наступит конец света. Почему земля иногда дрожит? Локи, прикованный к скале, корчится в муках, когда яд змеи капает ему на лицо. Даже рождение мира объяснялось через борьбу стихий. Вначале не было ничего, кроме пустоты Гиннунгагап, разделенный на два противоположных края: мир вечного огня Муспельхёйм и мир вечного льда Нифльхейм. Когда лед встретился с пламенем, из их столкновения родился великан Ymir, от тела которого боги затем создали землю. Но мир викингов не вечен. Однажды придет день, когда Игдрасиль содрогнется, миры сойдутся в последней битве, и вся вселенная будет уничтожена. Это будет Рагнарёк, судьбоносная битва богов с силами хаоса. Тогда волк Фенрир вырвется из своих оков и проглотит солнце. Тор убьет Ермунганда, но сам падет от его яда. Один сразится с Фенриром, но будет повержен. Огненный великан Сурт поднимет свой пылающий меч и сожжет весь мир. Но это не конец. Из пепла старого мира родится новый. Два человека, Лив и Левтрасир, переживут катастрофу и вновь заселят землю. А выжившие боги построят новый мир, свободный от старых ошибок. Вера викингов была суровой и жесткой, как и сам их мир. Они знали, что Вселенная не вечна, что все имеет свой срок. Но это не повод для отчаяния. Напротив, это было стимулом жить так, чтобы тебя запомнили. В их мире судьба была предначертана, но путь к ней каждый выбирал сам. Можно было встретить смерть со страхом, а можно с оружием в руках, с улыбкой в лицо судьбе. Теперь, когда мы понимаем, как викинги представляли Вселенную, давайте разберемся, какие боги управляли этим миром и какую роль они играли в жизни древних скандинавов. Викинги верили, что за их миром стоит могущественный пантеон богов, каждый из которых воплощал определенные силы природы, человеческие черты и идеалы, к которым следовало стремиться. Боги викингов не были всесильными и безгрешными,
Напротив, они ошибались, сражались, гибли и совершали поступки, свойственные смертным. Они не просто управляли миром, они жили в нем, боролись за свое место, заключали союзы и враждовали, а значит, были близки и понятны своим последователям. Боги олицетворяли важнейшие сферы жизни викингов. Если ты воин, твои надежды обращены к Одину и Тору. Если ты мореплаватель – к Ньорду. Если земледелец – к Фрейе. Пантеон скандинавских богов был не хаотичным, а отражал устройство самой жизни викингов: борьба с природой, военные походы, вера в судьбу и страх перед смертью. Одина считали верховным богом, но его власть не давалась ему просто так. Он не был добрым создателем или справедливым судьей. Это был бог войны, магии и мудрости, который стремился узнать все тайны Вселенной. Он отдал свой глаз, чтобы испить из источника мудрости, пожертвовал собой, 9 дней висев на Игдрасиля, чтобы познать тайны рун, и не боялся даже обреченной битвы в Рагнарёке. Его сопровождали 2 птицы – ворон Хугин – мысль, и ворон Мунин – память, которые каждый день облетали мир и приносили ему новости. В бою его войско состояло из берсерков, воинов, впадавших в яростное боевое безумие. Лучшие из павших в сражении перемещались Одином в Валхалу, где они пировали, готовясь к последней битве богов. Но Одина считали не только покровителем войны. Он был хитрым, расчетливым, готовым идти на любые жертвы ради знаний. Викинги видели в нем идеал правителя, не просто сильного, но и мудрого, того, кто умеет вести за собой. Тор – защитник людей и враг великанов. Тор был чистой силой, защитником мира людей. Его символ – молот Мьёльнир, который разил великанов и возвращался к хозяину после броска. В отличие от Одина, Тор не был хитрым. Он не строил коварных планов, не плел интриг, а решал вопросы прямо. Если есть угроза, ее нужно уничтожить. Викинги верили, что именно он защищает их от великанов и хаоса, а грозы – это эхо его битв. Но он был не только богом войны. Его сила защищала урожай, помогала крестьянам, а его молот использовали в свадебных обрядах. Для простых людей Тор был ближе Одина. Он не требовал хитрости, а требовал храбрости. Фрейя – богиня любви, магии и войны. Она была одновременно богиней любви, плодородия и колдовства, но и богиней войны. Половина всех павших в бою отправлялась не в Валхалу, а в ее обитель Фолькванг. Она покровительствовала женщинам, но ее сила не ограничивалась семьей и домом. Она знала Сеет, могущественную магию судьбы, которой обучила даже Одина. Она могла управлять событиями и предсказывать будущее. Фрейя была одной из ванов, древних богов, которых асы приняли в свой пантеон после войны. Это подчеркивало сложные связи викингов с силами природы и их уважение к магии. Среди богов викингов не было абсолютного зла, но если кто-то и подходил на роль разрушителя, то это был Локи. Он не был богом в привычном смысле, его считали хитрым существом, перемещающимся между мирами. Локи был мастером обмана. Он мог спасти богов, а мог предать их. Он помог Тору вернуть украденный молот, но именно из-за него погиб Бальдер. Он породил страшных существ – мирового змея Ермунганда, волка Фенрира и богиню смерти Хёль. Но без Локи мифология викингов не была бы полной. Он олицетворял хаос, перемены и разрушения. Без него не было бы Рагнарёка, но без него не было бы и многих великих подвигов. Ньорд – бог моря и торговли. Для народа, живущего морем, важнее всего был не только бог войны, но и бог, управляющий волнами. Ньорд был таким божеством, покровителем моряков, рыболовов
и купцов. Он был не из асов, а из ванов, богов природы, но после войны асов и ванов его приняли в Асгард. Его дети, Фрейя и Фрейр, тоже были почитаемы, но сам он оставался символом спокойного моря и удачной торговли. Викинги, отправляясь в плавание, часто приносили ему жертвы, чтобы получить попутный ветер и избежать бури. Хёль – владычица мира мертвых. В Валхалу попадали только те, кто пал с оружием в руках. Но что было с остальными? Они отправлялись в царство Хёль, дочери Локи, правящей холодным и мрачным подземным миром. Хёль была наполовину живой, наполовину мертвой, и ее царство не было адом в христианском понимании. Это был просто мир, где жили мертвые, те, кто не заслужил ни славы, ни проклятия. Викинги не боялись Хёль, но предпочитали не думать о ней. Для них не было страшнее участи, чем умереть не в бою и не попасть в Валхалу или Фолькванг. Пантеон викингов – это не просто собрание древних мифов. Это отражение мира, в котором они жили. Одина почитали как бога мудрости и хитрости, ведь эти качества правителям. Тор – это сила и честь, которыми должны обладать воины. Фрейя объединяла женскую магию и воинскую доблесть, а Локи напоминал, что хаос – это часть жизни. Но самое главное – все они были смертны. Одина ждет последний бой в Рагнарёке, Тор погибнет. Сразив змея, даже мир сгорит в огне. Это говорило о главном страхе викингов – ничто не вечно, даже сами боги. В их мире каждый должен был оставить след, завоевать свое место в истории. Боги были сильными, но они не спасали людей. Они давали пример, как бороться, как искать знания, как защищать свое и не бояться конца. Теперь, когда мы знаем, кто управлял этим миром, давайте разберемся, какие ритуалы и обряды проводили викинги, чтобы почтить своих богов и предков. В мире, где судьба каждого человека была предначертана, а боги были могущественными, но уязвимыми, викинги стремились найти способы повлиять на волю высших сил. Они приносили богам щедрые дары, искали предсказаний, пользовались магией и слагали руны, чтобы укрепить свою связь с потусторонним миром. Жизнь скандинава была полна опасностей: войны, голод, штормы, неудачный урожай – все зависело от милости богов. Но как ее заслужить? Как показать, что ты достоин их благосклонности? Ответ был прост – дар требует дара. Если хочешь, чтобы Тор оберегал твой дом, принеси ему лучшее, что у тебя есть. Просишь Одина о мудрости, будь готов пожертвовать многим, даже собой. Блот – кровавые жертвоприношения богам. Одним из самых важных обрядов викингов был блот – жертвоприношение богам. Оно могло быть скромным – возлияние пива или меда на землю, или величественным, когда в жертву приносили животных, а иногда и людей. Наибольшие праздники проходили в Упсале, одном из главных религиозных центров. Раз в 9 лет здесь собирались люди со всей Скандинавии, и боги получали дары – 9 мужчин и 9 животных каждого вида. Их подвешивали на священные деревья, позволяя крови стекать в землю, чтобы напитать ее силой, умилостивить богов и обеспечить плодородие. Но насколько массовыми были человеческие жертвы? В отличие от распространенных мифов, такие ритуалы не были повседневной практикой. Археологические находки и письменные источники показывают, что это были редкие события, происходившие в особых случаях, во время войн, бедствий или в честь значимых лидеров. Арабский путешественник Ибн Фадлан в X веке описал, как вместе с умершим знатным воином сжигали его рабыню. Она сначала участвовала в ритуальных действиях, затем ее убили и положили в погребальный корабль, отправляя на тот свет вслед за хозяином. Адам Бременский, XI век, упоминал,
что в храме Упсалы в жертву приносили людей, подвешивая их на деревьях. Однако современные историки спорят о достоверности этого свидетельства. Возможно, он просто передавал слухи. Скандинавские саги тоже описывают случаи человеческих жертвоприношений. В саге об инглингах рассказывается, что шведский конунг Дамальди был убит и принесен в жертву, когда страна страдала от неурожаев. Археологи нашли в Дании, Богенхольм, останки людей, которые могли быть ритуально убиты, утоплены или повешены. Но все же основу религиозных ритуалов викингов составляли жертвы животных – быков, лошадей, баранов. Их кровь собирали в чаши и разбрызгивали по храмам и идолам, а мясо потом съедали во время пиршества. Это было символом союза между людьми и богами. Жертвы оставляли и в воде. Археологи находят оружие, золото, кости животных на дне древних озер. Возможно, викинги пытались таким образом умилостивить духов природы. Сейдр – магия, пророчество и ведьмы. Но как узнать, какие дары ждут боги? Как заглянуть в будущее? Ответом была магия Сейдр. Это было искусство пророчества, колдовства и управления судьбой. Его знала Фрейя, богиня любви, магии и войны. Те, кто умели сплетать судьбы, могли менять ход событий, накладывать чары, видеть будущее и даже наводить бедствия. Самыми известными прорицательницами были вельвы, женщины, посвященные в тайны магии. Они странствовали от селения к селению, погружались в транс и рассказывали людям их судьбу. Но магия викингов была не только женским ремеслом. Мужчины тоже могли владеть сейдром, но это считалось зазорным, ведь такие практики были тесно связаны с женским началом. Даже Одина подвергали насмешкам за то, что постигал эту силу, но продолжал использовать ее, понимая, что знание важнее гордости. Руны – магия письменности и знаков. Руны были не просто буквами, в них заключалась сила. Согласно мифу, Одину на древе Игдрасиль открылась тайна рун, и он передал их людям. Викинги вырезали рунические надписи на камнях, оружии, амулетах, веря, что они защищают, усиливают силу воина, хранят память предков. Некоторые руны использовались в магических целях. Они могли приносить удачу, отводить беду, укреплять боевой дух. Иногда руны наносили на мечи, чтобы они жаждали крови. Воины верили, что меч, на котором выгравированы священные знаки, не подведет в бою. Погребальные обряды, как провожали мертвых. Смерть не означала конец, она была лишь переходом в другой мир. Викинги верили, что судьба после смерти зависит от того, как человек жил. Самые знатные и могущественные воины получали корабельные захоронения. Их сжигали вместе с кораблем, ведь он должен был доставить их в другой мир. Если викинга хоронить в земле, часто его укладывали в ладью, засыпая сверху землей, чтобы она навсегда осталась его спутницей. Археологи находили такие захоронения, например, знаменитый Осиберский корабль в Норвегии. В нем нашли останки знатной женщины, похороненной с богатыми дарами, тканями, украшениями, повозками и даже животными. Не всех хоронили одинаково. Те, кто умирал от старости или болезни, отправлялись в царство Хёль, холодное и мрачное. Только павшие в бою могли надеяться на место в Валхале или Фолькванге. Теперь, когда мы узнали, как викинги поддерживали связь с высшими силами, давайте заглянем в их сказания, ведь именно мифы и саги сохранили для нас их мир, их мечты, их страхи. Когда долгие северные ночи заволакивали землю тьмой, когда огонь в очаге потрескивал, отбрасывая на стены причудливые тени, тогда начинались рассказы. Старики, седовласые хранители прошлого, передавали молодым истории о богах, героях, предательствах и великих подвигах.
Эти истории, саги, были не просто развлечением. Они хранили в себе память о предках, объясняли законы мира и учили, что значит быть викингом. В отличие от римлян или греков, викинги не записывали свою историю в книгах. Их память жила в устной традиции, в керакс. Эти предания рассказывали о великих завоевателях, о дальних землях, о том, как храбрые воины находили славу или встречали свою судьбу. Викинги не верили в случайности. Для них каждый человек, каждый бог следовал пути, проложенному норнами, богинями судьбы. Именно поэтому в сагах так часто звучит мотив неизбежности. Можно сколько угодно пытаться избежать предсказанного, но рано или поздно оно все равно сбудется. В керакс восхвалялись мужество, честь, верность своему клану, но также рассказывалось и о коварстве, предательстве и наказании за проступки. Эти истории учили, что честь превыше всего, что настоящий воин не должен бояться смерти, а хитрость без чести приводит к краху. Но даже сильнейший из викингов не мог победить судьбу. И об этом напоминали истории о самих богах. Тор и его битвы с великанами. Викинги любили Тора, бога-громовержца, защитника людей. Одина они считали богом мудрости и хитрости, а Тор был богом простоты, силы и справедливости. Он не плел заговоров, не искал тайн, он бил молотом и сокрушал врагов. В одной из самых известных историй у Тора похищают его молот Мьёльнир, страшное оружие, без которого бог не может защитить ни людей, ни Асгаард. Оказывается, что молот украл великан Трюм, и он требует в обмен на него богиню Фрейю в жены. Фрейя отказывается, и тогда Локи, хитрец и обманщик, предлагает хитрость – одеть Тора в свадебное платье и выдать за невесту. Великан устраивает пир, но когда невеста садится за стол, она съедает 8 огромных лососей и выпивает 3 бочки меда. Трюм удивлен, но Локи объясняет, она так взволнована, что не ела целую неделю. Когда молот приносят для свадебного обряда, Тор хватает его и в гневе уничтожает великанов. Эта история не просто шутка. Она показывает, что даже самый сильный воин не всегда может справиться один. Иногда нужна хитрость, иногда помощь друзей. Но главное – всегда быть готовым вернуть свое оружие и дать отпор врагам. Локи – трикстер, который привел богов к гибели. Локи был особенным. Он не был ни добрым, ни злым, он был хитрым, опасным и непредсказуемым. Он помогал богам, но также и разрушал их мир. С ним связано множество историй. Он спасал богов из бед, придумывал невероятные уловки, но и сам часто оказывался виновником несчастий. Викинги знали, что в жизни не бывает только белого и черного. В каждом герое есть капля предателя, а в каждом враге частица друга. Но самым страшным поступком Локи было убийство Бальдра. Трагедия Бальдра – символ неизбежности судьбы. Бальдр был прекрасным и добрым богом, любимым всеми. Его мать, богиня Фрик, желая защитить сына, взяла с каждого существа в мире клятву, что оно не причинит ему вреда. Каждого, кроме маленького, незначительного растения – омелы. Локи узнал об этом. И когда боги развлекались, кидая в Бальдра камни и копья, которые не могли ему повредить, он незаметно вложил в руки слепому богу Хёду стрелу из омелы. Хёд выстрелил, и Бальдр пал замертво. Боги были в ужасе. Они отправились в подземный мир к Хёль, прося ее вернуть Бальдра. Она согласилась, но только если весь мир оплачет его. Все существа заплакали, кроме одной старухи, это был переодетый Локи. Так Бальдр остался в царстве мертвых, а боги осознали, ничего нельзя изменить, судьба сильнее даже их самих. Эта история учила викингов стойкости. Если смерть неизбежна, встречай ее с честью.
боги, которые не могли спастись. Викинги не верили в вечных, всемогущих богов. Они знали, даже самые сильные могут пасть. Одина в конце времен поглотит волк Фенрир. Тор защищал людей, но во время Рагнарёка он погибнет от яда змея Ермунганда. Даже Локи встретит свою судьбу. Его сын убьет бога Гёймдаля, но сам падет от его клинка. Мир, созданный богами, будет разрушен. Но из его пепла восстанет новый, и там, среди свежей травы и чистых вод, вновь появятся люди и юные боги. Почему викинги видели мир таким? Для викингов жизнь была борьбой с морем, с врагами, с голодом. Их мифы учили, даже если ты не можешь изменить свою судьбу, ты можешь встретить ее достойно. Боги, такие могущественные и великие, в итоге оказались не сильнее самой судьбы. Но пока они жили, они боролись, радовались, пировали. Так и викинги знали, что однажды их дни закончатся, но пока этот день не настал, они жили полной жизнью. Их саги и мифы – это не просто рассказы о богах. Это история их самих. Эпоха викингов, охватывающая период от нападения на монастырь святого Кутберта на острове Линдисфорн в 793 году до битвы у Стамфорд-Бриджа в 1066 году, остается одним из самых ярких и противоречивых периодов в истории Европы. В те времена выходцы из суровых скандинавских земель оказывали огромное влияние на политику и экономику обширного региона, от берегов Скандинавии до Северной Африки, от Волги до берегов Северной Америки. Даже католическая церковь включила в свои богослужебные обряды формулу, призывающую избавить от ярости норманнов, что говорит о том, как воспринимались эти люди своими современниками, как серьезная, всепроникающая угроза. Но кто же такие викинги на самом деле? Ответ не так прост, как может показаться на первый взгляд. Викинги не были единым народом или этнической группой, а представляли собой разрозненные, часто независимые общины, объединенные общим образом жизни. Это были люди, для которых морские походы, набеги, торговля и исследовательская деятельность были способом выживания в условиях ограниченных ресурсов родной Скандинавии. Именно этот образ жизни дал им возможность покорять новые земли, открывать торговые пути и влиять на ход истории. Одним из самых известных имен, о которых передают саги и легенды, является Рагнар Лодброк. Его фигура окутана множеством мифов. В народных преданиях ему приписывают руководство армией, которая в 845 году захватила и сожгла Париж. Говорят, что его прозвище «Кожаные штаны» связано с детскими историями, а другая легенда утверждает, что он был невосприимчив к змеиному яду, некий образ, который придавал ему почти сверхчеловеческие качества. Однако, как и многие другие фигуры этого времени, Рагнар Лодброк остается полулегендарным персонажем, и точность его биографии трудно установить. Его судьба закончилась трагически, по преданию. Он был брошен в яму с ядовитыми змеями, что стало символом неминуемого расплаты за всю жестокость набегов. Не менее яркой фигурой был Бьорн Железнобокий, который возглавил экспедицию в Средиземноморье. Легенды рассказывают, как его отряд прошел через Гибралтарский пролив и совершил набеги на территории, простирающиеся от Марокко до Италии, даже достигнув Пизы. Это свидетельствует о том, что викинги не ограничивались лишь набегами на близлежащие земли. Они стремились к открытиям и торговле даже в столь отдаленных регионах, демонстрируя удивительное мастерство в судостроении и морской навигации. Еще одним выдающимся викингом был Ивар Бескостный, один из сыновей Рагнара Лодброка. Его прозвище «Бескостный» вызывает множество вопросов. Некоторые предполагают, что у него могла быть врожденная болезнь, связанная с хрупкостью костей.
что сделало его физически менее мощным, но компенсировало его острым умом и тактическими способностями. Вместе со своим братом Хальфданом он возглавил великую языческую армию, вторгшуюся в Англию. Его деяния дополняют образ викингов как не только кровожадных разбойников, но и как организованных воинов, способных на стратегические решения и построение тактически выверенных наступлений. Среди других известных фигур нельзя не упомянуть Ролана Пешехода. Легенды о нем наполнены эпическими образами. Рассказывается, что он возглавил крупную армию, которая в 885 году осаждала Париж. Его фигура отмечена необычайным размером. Говорится, что ни одна лошадь не могла его нести, что придавало ему почти мифический статус. Позже Ролан стал первым герцогом Нормандии после заключения мирного договора с королем Франции. Одна из забавных легенд повествует, как он отказался целовать ноги короля, поручив сделать это одному из своих людей, в результате чего король был опрокинут. Этот анекдот иллюстрирует не только его величие, но и характер, который вызывал уважение и опасения. Рюрик, согласно традиции, был приглашен жителями Новгорода в 862 году, когда они изгнали прежних правителей. Он считается основателем династии Рюриковичей, правившей Русью многие столетия. Имя Рюрика, как говорят, происходит от скандинавского «рорик», что свидетельствует о его культурном наследии. Его правление заложило основы государственного устройства на Востоке, показывая, как влияние викингов простиралось далеко за пределы Скандинавии. Наконец, нельзя не упомянуть Вильгельма Завоевателя, потомка Ролана. Его завоевание Англии в 1066 году изменило ход истории, и он стал символом нормандского наследия викингов. Хотя его образ часто ассоциируется с завоеваниями, важно понимать, что его успех был результатом многовекового накопления знаний и традиций, заложенных в скандинавской культуре. Эти имена – Рагнар Лодброк, Бьорн Железнобокий, Ивар Бескостный, Хальфдан, Ролан, Рюрик, Харальд Суровый и Вильгельм Завоеватель – отражают многообразие эпохи викингов. Их деяния, вплетенные в легенды, не только свидетельствуют о военной мощи, но и показывают, как влияние скандинавов распространялось по всей Европе и за ее пределы. Но ничто не вечно, даже эпохи великих завоевателей. Викинги были грозой европейских берегов, страшным сном королей, легендой при жизни. Но время неумолимо. И настал момент, когда яростный народ, потрясший средневековую Европу, сам изменился до неузнаваемости. Что же привело к их исчезновению? Почему их мир, основанный на храбрости, мореходстве и войне, уступил место королевствам, законам и христианскому кресту? Северный мир был языческим, его боги требовали силы, крови и жертв. Однако с каждым годом влияние христианства проникало все глубже. Первый удар пришел с юга. К тому времени, когда викинги начали свои набеги на христианские монастыри, христианство уже прочно утвердилось в Европе. Но если раньше викинги видели в монастырях лишь богатые хранилища золота, то спустя столетия они увидели нечто большее – новый порядок, новую веру, новые возможности. Принятие христианства среди викингов не произошло в один день. Это был долгий процесс, который затронул разные части Скандинавии по-разному. В Дании Харальд Синезубый стал первым из конунгов, кто крестился и объявил свою страну христианской. Норвегия последовала его примеру, правда, не по доброй воле. Король Олаф Трюгвасон крестил страну огнем и мечом, разрушая языческие храмы и казня тех, кто противился новому богу. На востоке, в землях Руси, потомки викингов тоже обратились в новую веру. Князь Владимир, внук викинга, выбрал христианство и отверг старых богов. Вместе с верой приходили законы, новая мораль,
новая жизнь. Викинг, который раньше жил ради славы, теперь становился подданным короля и слугой церкви. Старая викингская традиция строилась на силе клана, на дружинах, на праве сильного. Но с христианством пришли новые идеи: единое государство, строгие законы, королевская власть, подкрепленная религией. Раньше викинги могли быть свободными морскими разбойниками, могли бросить свой дом и отправиться на поиски славы и добычи. Но с ростом королевств стало все сложнее. Теперь каждый воин становился подданным, он должен был платить налоги, служить в армии короля, следовать его законам. Торговля заменила набеги. Вместо того, чтобы грабить Англию, Дания начала с ней торговые союзы. Вместо того, чтобы разрушать Францию, норманы осели там, приняли ее законы и создали герцогство Нормандия. Викинги, которые еще недавно были морскими хищниками, становились королями, рыцарями, торговцами. Раньше викинги грабили монастыри, деревни и города. Но со временем крепости стали крепче, а армия сильнее. Теперь нельзя было просто причалить к берегу и уйти с добычей. Кроме того, появились новые экономические центры. Когда-то викинги контролировали торговые пути между Востоком и Западом, но теперь в Средиземноморье возвысились итальянские купцы, а в Германии сформировалась могущественная Ганза. Викинги потеряли свои монополии, и их мир больше не мог строиться только на войне. История любит превращать прошлое в легенду. Но насколько реальны наши представления о викингах? Вот самые популярные мифы о викингах. Первый миф. Викинги носили рогатые шлемы. В реальности ни один археолог не находил боевых шлемов с рогами. Этот образ придумали художники XIX века. Второй миф. Викинги были только варварами и грабителями. Да, они были воинами, но они же были торговцами, исследователями и государственными деятелями. Они основали города, прокладывали торговые пути, создавали законы. Третий миф. Викинги исчезли внезапно. Они не исчезли, они изменились. Их потомки правили Англией, Францией, Сицилией, Русью. Они стали частью нового мира. Эпоха викингов закончилась, но ее следы остались навсегда. Их потомки создали великие государства. Их саги легли в основу литературы. Их корабли вдохновили поколения мореплавателей. Их дух живет в культуре, в фильмах, книгах, легендах. Они больше не выходят в море, не сражаются с королями Европы, не бьются под знаменами Одина. Но память о них живет. Когда вы слышите рокот волн, когда шторм грохочет в небе, может быть, это эхо далеких времен. Может быть, где-то в глубине истории все еще звучат песни скальдов, рассказывающие о славных деяниях северных мореплавателей. Вот и подошла к концу наша лекция. Сегодня мы вместе отправились в далекое прошлое, где по холодным морям скользили дракары, где звучали саги о великих героях, где гремели молнии Тора и переплетались судьбы людей и богов. Пусть этот вечер наполнится покоем, а ваш сон будет таким же глубоким, как северные фьорды, и таким же ярким, как огни северного сияния над ледяными водами. Пусть вам приснятся далекие берега, куда плыли отважные викинги, звуки старых песен у костра, теплое пламя очага, согревающее в долгую полярную ночь. Спокойной ночи и самых волшебных снов, мои дорогие друзья. До новых встреч!